Здравствуйте, стрелецы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем на первую половину месяца марта. Посмотрим первые 2 недели этого месяца, что же он вам готовит, какие события у вас произойдут. Период с 1 по 15 марта. Давайте посмотрим, что же интересного произойдет у представителей знака Стрелец. Я напоминаю тем из вас, кто еще не подписан, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение любое под этим видео. Я буду очень-очень вам признательна за такую обратную связь своего рода. Итак, давайте посмотрим, что здесь у вас есть. У вас есть первая карта, десятка кубков. Карта счастливой семьи, да, возможно, ситуация, когда все становится на свои места, то есть это карта дома, это карта семьи, брака, возможно, это карта каких-то счастливых событий, касающихся вашего дома, возможно, здесь какие-то радостные моменты будут связаны с вашими близкими, с вашей семьей, ощущение удовлетворения и покоя. А может быть, вы чувствуете себя более уверенными в окружении ваших близких и испытываете благодарность за то, что они у вас есть. Возможно, вы им чем-то также помогаете. И в целом есть ощущение вот этого единения с вашей семьей. То есть вы делаете то, что важно для вашей семьи. Да, для ваших детей, может быть, для вашего мужа или супруги. То есть здесь вот такие важные для вас события. Дальше идет семерка пентаклей, карта ожидания. Возможно, вы оказываетесь в ситуации, когда вам нужно принять какое-то решение, касающееся вашей семьи. И это решение, потому что здесь семерка пентаклей, оно заставляет вас подумать уже о том, что уже произошло, оценить проделанную работу, оценить полученные результаты и задать себе вопрос, что вам дальше нужно делать, как вам дальше двигаться в этой ситуации, касающейся вашего дома или вашей семьи. По этой карте. Дальше еще и двойка пентаклей, то есть тоже как карта нескольких вариантов, которые у вас есть, и вы пытаетесь понять, какой из вариантов будет лучше. Взвешиваете 2 варианта, 2 возможности, как будто бы плюсы и минусы. Как лучше сделать, так или так поступить или так. И также вы по семерке пентаклей опять-таки оцениваете уже то, что у вас ранее произошло в жизни, чтобы это решение принять. И по карте Луна, да, Луна, вы оказались на распутье, вы можете находиться в ситуации, где вы как будто бы в каком-то таком сумрачном состоянии находитесь. Вы не совсем уверены в том, как двигаться дальше. Опять-таки, поэтому и выбираете вариант. Вы не знаете, какой путь правильный. Луна, она не обязательно говорит о чем-то плохом, она говорит о том, что вы мечтаете, планируете, хотите. Вы не знаете, получится реализовать ваши планы. То есть здесь есть желание реализовать что-то задуманное, потребность что-то изменить для вас. Может быть, необходимо сделать выбор в отношении чего-то, но при этом вы не совсем уверены, какой выбор будет правильный. И тут у вас могут быть страхи какие-то. Страхи, они, может быть, не сильно значимы, но карта Луна, они как будто бы раздуваются еще больше, да, и вы усиливаете эти страхи из какой-то, не знаю, вот такой вот надумываете, да, себе еще какие-то проблемы, возможно. А может быть, это и обоснованные страхи или обоснованные опасения, но вы можете их преувеличивать. Да, в любом случае вы здесь понимаете, что ваш дальнейший путь не ясен, это касается там вашей семьи, ваших близких, вы должны принять решение, и оно действительно для вас может быть таким непростым. По семерке пентаклей вы можете еще находиться и в периоде ожидания, понимания, что нужно как будто бы, может быть, вас и не торопят с принятием этого решения, да, то есть не торопиться с принятием решения. Десятка мечей и карта шестерка мечей, и там мечи. Возможно, в прошлом у вас были какие-то трудности, может быть, вы чувствовали себя преданными, или кто-то вас обидел, и возникали какие-то трудности из-за чего угодно. Да, может быть, вы кому-то сделали какую-то неприятность, но вот что-то повлияло на вас таким негативным образом и вызвало это ощущение, которое похоже на десятку мечей. То есть эта карта в целом по десятке мечей, окончание, завершение цикла. И десятка мечей, она приближается к завершению, да, и показывает, что что-то сложное уже сделано, что-то трудное уже сделано, это уже закрыто, это уже случилось, хуже уже не будет. И с этим уже, хоть было тяжело, но вы справились. Да, возможно, у вас было ощущение какого-то удара в спину, или вы чувствовали, что вас кто-то подставил, может быть, было ощущение дискомфорта, и вы могли быть обижены на кого-то здесь. Может быть, вы сами кому-то боль причинили. Но шестерка мечей показывает ваше желание медленно, но уверенно двигаться к переменам, к изменениям, когда вы вот понимаете, что нужно
как будто исцелиться от какой-то боли или трудности, от каких-то испытаний. Кстати, по 6 мечей здесь как ожидание какой-то поездки, возможно, связанной там с вашей семьей, к примеру, может быть даже. Потому что 7 пентаклей показывает ожидание и необходимость повременить с каким-то действием. И вы рассматриваете возможности, варианты. Может быть, смотрите какие-то удачные билеты, то, чтобы поехать куда-то всей семьей, допустим, в отпуск. То есть вы какие-то вопросы такие продумываете по 6 мечей, связанные с путешествиями, с поездками, с какими-то изменениями, которые повлияют на вашу семью так или иначе. Но опять-таки вы по 7 пентаклей не торопитесь. Либо обстоятельства в вашем доме, в вашей семье складываются таким образом, что как будто бы это нужно делать не сейчас, да, а со временем. Тем не менее, у вас по 10 мечей есть ощущение дискомфорта из-за того, что вам приходится здесь в этом состоянии находиться. Возможно, здесь для вас кого-то это желание, чтобы ситуация улучшилась, в которой вы находитесь в целом. В любом случае возникает здесь необходимость какого-то исцеления, и вы рассматриваете какие-то варианты, да, и, возможно, какой-то из вариантов вам кажется наиболее выигрышным, удачным, но перед тем, как двигаться по этому конкретному пути, вы все равно волнуетесь, вы испытываете беспокойство по карте Луна, испытываете неуверенность, может быть, боитесь, что чего-то вы не знаете, о чем-то вы еще не разобрались в чем-то, да, что-то не выяснили, поэтому, возможно, здесь и такой момент. Кстати, для кого-то из вас может быть еще и ситуация, где вы не уверены в том, стоит ли, допустим, оставить свою работу и уйти с нее, потому что она обеспечивала вашу семью, допустим, этим доходом. Может быть, вы думаете о том, чтобы поменять работу, уйти с какой-то работы, которая не приносила того дохода, который вы хотели, но тем не менее это был какой-то доход, который обеспечивал вашу семью. И вам приходилось постоянно по 2 пентаклей балансировать, как будто жонглировать этими монетками. И вы думаете о том, что нет, так больше продолжаться не может. Много сомнений, много страхов, но думаете о том, что, допустим, с этой работы лучше уйти. То есть такой вариант тоже может быть у кого-то из вас. Но, возможно, здесь у кого-то из вас есть, знаете, как желание сделать какой-то выбор, который может не совсем понравиться вашей семье, допустим, вашим близким. И из-за этого вы испытываете тоже определенную такую, знаете, как тень сомнения по этой карте Луна. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. Карта Повешенный, карта Жертвы и карта 9 пентаклей. Карта 9 пентаклей, карта Повешенный. То есть ощущение, что вы здесь можете приносить жертву своим действием, да, своим выбором в какой-то степени. 9 пентаклей. 9 пентаклей — это карта человека самодостаточного, уверенного в себе, довольно независимого человека. Это карта, которая показывает человека, который очень много работал, чтобы достичь того уровня, в котором он сейчас находится, и он может наслаждаться сейчас плодами своих трудов, своей работы. Может быть, вы не чувствуете одобрения от своих близких, может быть, вы здесь не чувствуете, что вам там, не знаю, что окружающие восхищаются вашими достижениями. Но здесь также, может быть, знаете, по Повешенному, как будто бы вам приходится приносить определенную жертву, потому что, может быть, наступил период застоя или ожидания, и вы что-то не можете сделать в этот период времени. Возможно, вы здесь находитесь в какой-то паузе, и если говорить о той 10 кубков, которая у нас здесь была, то здесь может быть такой вариант. Возможно, вы здесь как будто должны принести жертву ради вашей семьи или ради вашего дома, или как бы, может быть, вы как будто переходите на более независимый уровень или какой-то путь, который может рассматриваться вашей семьей как какой-то такой вот путь независимости, да, и как будто бы они думают, что вы приносите таким образом их интересы в жертву. То есть прежде чем двигаться по намеченному пути, вам приходится здесь сохранить стабильность, чтобы в семье вам приходится хорошенько подумать и взвесить все варианты. Как же лучше поступить, чтобы это не сделать чьих-то интересов, может быть, интересов ваших близких, чтобы они не были тоже жертвой в какой-то степени. Некоторым из вас, возможно, из-за каких-то болезненных или тяжелых событий, которые произошли, может быть, требуется двигаться дальше. Это может быть трудно для вас.
Это может быть трудно для вашего дома, для вашей семьи, и, возможно, придется кому-то пойти на жертвы на этом пути. Опять-таки, здесь в любом случае идет речь о том, что вам нужно принять решение, да, двигаться по этому пути исцеления, по каким-то изменениям, которые в вашу жизнь приведут к лучшему варианту, к лучшим событиям. Давайте посмотрим еще, что здесь есть. Карта «Сила». Карта «Справедливость», то есть речь идет о том, чтобы вы встретились со своими страхами или неуверенностью лицом к лицу, как бы сложно не было, а справедливость показывает, что какие бы решения вы ни принимали, вам нужно придерживаться, обязательно придерживаться своего морального какого-то убеждения, может быть, своих моральных установок, как в этой ситуации лучше поступить, то есть действовать законно, правильно, быть рассудительными, возможно, здесь. Для некоторых из вас, возможно, вам нужно здесь будет делать так, как вы считаете правильным. Может быть, это будет казаться неправильным вашей семье или кому-то из ваших близких, но вы должны делать так, как вам кажется правильным. И вы здесь рассматриваете вариант, который, возможно, ведет вас по более эгоцентричному пути. И это может не нравиться вашим близким или другими людьми, может быть воспринято в целом негативно. И, возможно, опять-таки это связано с тем, что здесь могут быть замешанный дом, замешанная семья, это может много разных вещей означать на самом деле, но здесь, да, что-то может повлиять на вашу материальную, финансовую независимость, вашу независимость, да, вашей семьи в частности. Давайте посмотрим еще карта Маг, пятерка пентаклей. В любом случае здесь вам нужно сделать выбор, что бы вы ни делали. Вам нужно здесь принять это решение. Это может кому-то не понравиться, это может вызвать какой-то негатив и критику, но по справедливости вы должны принимать это решение и делать это, сохраняя какие-то свои моральные установки, может быть, сохраняя равновесие при этом по двойке пентаклей, то есть сохранять баланс, поступать правильно, справедливо, как эти чаши весов, которые здесь уравновешены в справедливости, то есть поступать в соответствии со своей совестью, в конце концов. Возможно, здесь у кого-то из вас есть ощущение, вот знаете, что что вы могли совершить что-то, что негативно могло повлиять на окружающих, возможно, либо для некоторых из вас, может быть, и наоборот, кто-то другой что-то вам мог сделать, это могло на вас негативно повлиять, и у вас может быть такое скрытое чувство неуверенности, сможете ли вы от этой ситуации оправиться, сможете ли вы это исправить, сможете ли вы после этого восстановиться, да, сможете ли вы это сделать. То есть некоторые из вас здесь могут об этом размышлять, думать, и таким образом взвешивать эти варианты, поэтому и карта двойка пентаклей здесь с картой Луна и неспешность выбора по семерке пентаклей. В целом карта Мага с пятеркой пентаклей показывает, что могут возникать какие-то финансовые трудности или материальные проблемы, ощущение, что чего-то вам не хватает, может быть, вам приходится просить о том, что вам нужно. И это может вызывать какое-то чувство недостаточности или отчуждения у вас, соответственно. Но при этом маг — это тот, кто проявляет свои способности, и речь идет о воплощении желаемого в жизнь посредством вашей собственной воли, то есть вашего опыта, ваших знаний, мудрости, ресурсов. То есть сложность ситуации, вот этой, в которой вы находитесь, соответственно, стрельцы, она тесно связана с неуверенностью в себе и сомнениями по поводу возможной реализации ваших каких-то способностей. То есть сможете ли вы восстановиться, сможете ли вы быть вот этим магом, который что-то может решить, исправить, да, и совершить настоящий прорыв, как будто бы начать все заново по карте маг, потому что это первая карта в старших арканах. Несмотря на какие-то межличностные, финансовые или какие-то семейные проблемы, которые здесь могли в целом возникать по этим картам. То есть сможете ли вы заново отстроить, восстановить, может быть, какую-то ситуацию. И вам нужно здесь принять это важное решение, потому что для вас это не самый простой путь. Здесь очень много может быть переменных, и никогда не бывает легко в такой ситуации. Но тем не менее вы, скорее всего, здесь справляетесь. Вот она, карта маг вам здесь. Она здесь для этого и дается. Давайте посмотрим, что здесь еще будет. Карта смерть. Ну, ничего негативного, я думаю, здесь нет в этой карте смерть. Так, и карта влюбленная. Давайте на этих картах остановимся.
А карта смерть в целом показывает трансформацию, изменения, через которые вы проходите. То есть она не говорит о чем-то негативном в определенной степени. Карта Ашута — это 0, это первая карта в старших арканах. Она показывает завершение того цикла какого-то старого, начала нового. То есть вы готовы бросить себе вызов, чтобы пойти по совершенно новому пути. Для этого вам нужно что-то оставить позади по карте смерть и начать что-то делать по-другому, то есть начать делать что-то заново. И по карте влюбленная — это принятие решения, которое влияет и на других людей в вашей жизни, опять-таки на вашу семью. Может быть, это какое-то решение профессиональное или семейное, неважно, но при этом оно влияет на других людей. И это решение, этот выбор, который вы здесь делаете, соответственно, он имеет последствия, он затрагивает не только вас, он затрагивает еще и ваших близких, поэтому вам нужно здесь быть, опять-таки, справедливыми по карте справедливость, поступать правильно, поступать в соответствии со своими установками моральными, справедливо, правильно, исходя из равенства какого-то. И хорошо обдумывать все ваши решения, которые вы принимаете, все ваши совершаемые действия, потому что они влияют на окружающих людей. Итак, я думаю, на этом мы сегодняшний наш расклад завершим. Желаю вам всем всего самого наилучшего, стрельцы. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого!